Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала! Я снова рада приветствовать вас на нашей уютной кухне. Сегодня готовим куриные котлеты в духовке. Посмотрите только на эти прекрасные куриные котлеты. Румяные, аппетитные, с хрустящей золотистой корочкой. И при этом они запеченные, они жареные на сковороде. Кто бы мог подумать, что запеченные котлеты могут выглядеть настолько вкусно. А внутри сочные, нежные и ароматные. Идеальный вариант для тех, кто любит легкое и полезное питание. Особенно, если вы предпочитаете куриное мясо, это идеальный выбор. Настоящая находка для тех, кто следит за здоровьем, но не хочет отказаться от вкуса. Сегодня я покажу вам, как просто приготовить эти вкуснейшие и полезные куриные котлеты. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Куриное филе, грудка, лук, сухари, белый хлеб, сливки жирные, кинза, соль, черный перец, куркума, паприка неострая, оливковое масло. Начнем с того, как нарежем белый хлеб на небольшие кусочки и зальем его сливками. Пусть он хорошо пропитается, это придаст котлетам особую нежность. Оставим его немного постоять, чтобы пошел процесс. Теперь нарежем куриную грудку на мелкие кусочки. Так будет проще прокручивать через мясорубку. Следом нарежем лук. Он тоже пойдет в мясорубку вместе с курицей. Пока мясо и лук ждут своей очереди, нарежем кинзу. Мы добавим ее уже после того, как прокрутим фарш. Теперь прокручиваем куриную грудку и лук. Добавляем наш пропитанный хлеб в мясорубку и тоже хорошо прокручиваем. Теперь приправы. Добавляем соль, черный перец, немного куркумы и паприки. Они не только придадут вкус, но и сделают цвет фарша еще более насыщенным. Не забываем кинзу. Она придаст свежий аромат. Все тщательно перемешиваем. Масса должна получиться сочной, влажной и ароматной. Смазываем форму оливковым маслом. Я использую стеклянную форму, но подойдет абсолютно любая, которую вы обычно используете для запекания. Теперь формируем небольшие котлетки. Каждую обваливаем в панировочных сухарях. Это добавит текстуру и хрустящую корочку. Укладываем котлеты в форму и накрываем фольгой, отправляем в разогретую до 190 градусов по Цельсию
или 375 градусов по Фаренгейту в духовку на 30 минут. После этого снимаем фольгу и продолжаем запекать еще 30-40 минут для золотистой корочки. Посмотрите, какие они получились. Золотистые, румяные, с аппетитной корочкой, а внутри нежные, сочные, с насыщенным вкусом, благодаря специям и зелени. Они буквально тают во рту. Эти котлеты – отличный вариант для обеда или ужина. Подойдут и взрослым, и детям. А главное – это полезная альтернатива жареным котлетам. Немного масла, никакого фритюра, только запекание и натуральные ингредиенты. Идеально сочетаются с легким салатом, овощами или даже с гарниром. Попробуйте приготовить их, и вы больше не захотите жарить котлеты на сковороде. Спасибо, что были с нами на кухне. Пусть в вашем доме всегда пахнет вкусной едой и добротой. Готовьте с любовью, и тогда каждое блюдо получится особенным.